Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 14 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. Сильный шторм, сопровождавшийся сильным ветром, обрушился на округ Уннао и другие центральные районы индийского штата Уттар-Прадеш. Разгул стихии стал следствием изменения погодных условий из-за активного западного возмущения, которое столкнулось с аномальной многодневной жарой, установившейся в регионе. На фоне общего ухудшения погоды в штате, ветер, чьи порывы в отдельных районах достигали от 60 до 70 км в час, привел к падению многочисленных деревьев, срыву крыш, солнечных панелей и обрушению опор линий электропередач, что полностью обесточило десятки населенных пунктов. В сельских районах округа Уннао зафиксированы случаи обрушения ветхих стен и падения тяжелых ветвей на жилые постройки. Департамент метеорологии Индии предупредил, что нестабильная погодная обстановка сохранится в центральных округах Уттар-Прадеш еще в течение нескольких дней, в связи с чем жителям настоятельно рекомендовано соблюдать повышенную осторожность. Драматичный инцидент произошел на шоссе в американском штате Аризона. Легкомоторный самолет «Цесна» совершил жесткую аварийную посадку прямо перед движущимся пикапом. Незадолго до этого самолет вылетел из муниципального аэропорта Супериор, однако почти сразу после взлета на борту возникли технические неполадки. Воздушное судно потеряло скорость и вошло в режим сваливания, из-за чего пилот был вынужден экстренно сажать самолет на проезжую часть. Столкновение удалось избежать благодаря реакции женщины, находящейся за рулем машины. Она успела вывернуть руль и съехать на обочину. Крыло самолета пронеслось в считанных сантиметрах над машиной. Сам борт получил существенные повреждения фюзеляжа, однако в результате происшествия никто не пострадал. Находившийся в кабине пилот самостоятельно покинул воздушное судно еще до прибытия спасателей. Настоящая зима неожиданно вернулась в Республику Алтай в середине последнего весеннего месяца. В среду туристическое село Чимал оказалось в эпицентре майского снегопада, который буквально за несколько часов изменил привычный весенний пейзаж. Обильные осадки укутали цветущие деревья, улицы и крыши домов плотным белым покрывалом. Интенсивный снегопад продолжался в течение всего дня. Высота сформировавшегося снежного покрова в Чимале достигла 4 сантиметров. Примечательно, что Чимал пострадал от стихии значительно сильнее соседних населенных пунктов, где непогода проявилась преимущественно в виде холодного затяжного дождя с мокрым снегом. Аномальное похолодание затронуло и другие части Горного Алтая, где метели начались еще в начале недели. Специалисты связывают майскую метель с прохождением глубокого арктического циклона через территорию Западной Сибири. По прогнозам метеорологов, неустойчивый характер погоды с ночными заморозками продлится в предгорьях Алтая еще несколько дней. В Алекминском районе Якутии успешно завершилась спасательная операция по эвакуации 11 человек, которые оказались заблокированными на реке Лена во время весеннего ледохода. Выяснилось, что группа из 7 мужчин отправилась на охоту на 3 моторных лодках, проигнорировав предупреждение спасателей об опасных гидрологических явлениях на водоеме. В результате их плавсредство намертво зажало ледяными массами на участке реки между устьем Наманы и селом Харинцы. Параллельно с этим еще 4 человека оказались отрезанными от суши на острове Хариялах. Для оказания помощи из города Ленска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Всех пострадавших благополучно подняли на борт воздушного судна и доставили в Алекминск. Медицинская помощь эвакуированным гражданам не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное. Мощный дождевой паводок, вызванный затяжными ливнями, привел к резкому повышению уровня воды в речной системе округа Сиджунджунг, расположенного в индонезийской провинции Западная Суматра. Подъем воды в реке Батанг-Куантан вызвал сильное наводнение, которое подтопило прибрежные территории. В эпицентре стихии оказался сектор нелегальной золотодобычи, развернутый вдоль русла реки.
Бурный поток воды разрушил и унес по течению десятки единиц специализированного оборудования для добычи золота. Происшествие вызвало общественный резонанс среди населения Сичжунджунга, поскольку данный инцидент наглядно продемонстрировал огромный объем нелегальной горнодобывающей деятельности в регионе. Информации о погибших или пострадавших среди рабочих и местных жителей на данный момент не поступало. Крупный пожар вспыхнул на стройплощадке государственного социального жилья Синьпин-Хауши, расположенной в тайваньском городе Тайчжун. На место происшествия были немедленно стянуты расчеты нескольких пожарных частей, которые обнаружили очаг интенсивного тления и горения на втором подземном этаже строящегося здания. Как установило предварительное расследование, причиной инцидента стало грубое нарушение техники безопасности при проведении демонтажа временных опорных конструкций. Строители использовали метод высокой температурной огневой резки металла без установки надлежащего противопожарного оборудования и защитных экранов, в результате чего раскаленные искры упали в подвальное помещение и подожгли складированные там пластиковые щиты и строительные поддоны. Спасателям потребовалось более 8 часов для полной ликвидации очагов горения. В результате чрезвычайного происшествия никто из рабочих и местных жителей не пострадал, однако из-за сильного задымления властям пришлось ввести дорожные ограничения и полностью перекрыть движение на прилегающих участках. В понедельник на склонах Джамолунгмы в Непале, в районе опаснейшего ледопада Хумбу, сошла лавина. Ранним утром в верхней части ледопада Хумбу обрушился массивный ледяной пик, что спровоцировало сход снега и льда прямо на провешенную альпинистскую тропу между базовым лагерем и лагерем первым. В этот момент на данном участке шло активное движение. Шерпы переносили снаряжение для обеспечения лагерей выше по склону перед скорым открытием основного штурмового окна. Удар стихии пришелся на проходящую группу, в результате чего пострадали как минимум 2 человека. Находившиеся поблизости альпинисты и спасательные команды мгновенно отреагировали, оперативно откопав пострадавших из-под снежных завалов. По предварительным данным, полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди организаторов экспедиций из-за огромного количества людей на склонах. На штурм пика одновременно собираются более 1000 человек, еще 2000 человек находятся в базовом лагере. Жандармерия французского департамента Сона и Луара опубликовала предупреждение для автомобилистов о необычной и опасной угрозе на региональных трассах – пьяных, косулях и оленях, способных спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. С наступлением весеннего периода дикие животные начинают активно поедать растительность, молодые почки, подгнившие побеги и забродившие прошлогодние фрукты, которые из-за естественных процессов брожения содержат высокую концентрацию спирта. Попадая в организм копытных, такой лесной аперитив вызывает алкогольное опьянение и полностью дезориентирует животных, заставляя их совершать абсолютно непредсказуемые действия. Находясь в таком нетрезвом состоянии, лесные обитатели теряют природный страх перед техникой, устраивают хаотичные пляски на полях, внезапно выбегают на скоростные полосы, начинают метаться или резко замирают посреди дороги, создавая аварийные ситуации. Мощные ливни в пакистанском регионе Нижний Кохистан вызвали масштабные оползни и селевые потоки, которые заблокировали Каракорумское шоссе сразу в нескольких местах. Стихийное бедствие парализовало движение транспорта, оставив сотни пассажиров и водителей грузовиков отрезанными от внешнего мира. Непогода привела и к трагическим последствиям. В районе Дубаир массивная каменная глыба обрушилась на грузовик, в результате чего от сердечного приступа прямо на месте скончался водитель, и еще несколько человек получили тяжелые травмы из-за падающих с горных склонов обломков. В этом же районе бурные потоки грязи повредили 4 коммерческих магазина, однако торговцы и покупатели успели вовремя покинуть здание до основного удара стихии. Оползни также зацепили 2 автомобиля с туристами из провинции Пенджаб, возвращавшимися из Гильгит-Бальтистана. К счастью, никто из них не пострадал.
Из-за падения опор линий электропередач в зоне бедствия возникли перебои со светом. Ситуация осложняется непрекращающимися дождями. После того, как дорожным рабочим удалось временно открыть проезд на отдельных участках, новые селевые сходы повторно заблокировали трассу, из-за чего власти настоятельно призывают водителей полностью отказаться от поездок по данному маршруту до стабилизации погоды. Крупный пожар вспыхнул на холодильном складе в Китае вечером 12 мая в районе Хуаинь города Цзинань. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь и столбы густого черного дыма вырываются из окон здания. Основным очагом горения стали внутренние теплоизоляционные материалы холодильных камер, которые отличаются высокой скоростью распространения пламени и токсичным задымлением. Благодаря слаженным и решительным действиям спасателей огонь удалось полностью ликвидировать в течение 3 часов. Сообщается, что пострадавших и погибших в ходе инцидента нет. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу эксперты, которым предстоит установить точную причину возгорания. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.